Переходим к следующей лекции, которая называется «Что такое кластеризация?». Одна из первых врожденных способностей любого живого существа есть способность к узнаванию, способность к классификации. Ибо эта способность есть условие выживания. Свой, чужой, хищник, не хищник и так далее. Можно привести массу примеров на эту тему. Но предваряет эту способность другая способность – умение структурировать мир, входную информацию вокруг себя. Ключевое слово здесь – структурировать. По сути дела, структуризация и есть, другими словами, кластеризация. По-английски это звучит data clustering. Синонимами термина кластеризация являются также такие термины: автоматическая классификация, обучение без учителя, таксономия и некоторые другие. Кластеризация предназначена для разбиения совокупности объектов на однородные группы, или кластеры, или классы. Если данные выборки представить как точки в признаковом пространстве, то задача кластеризации сводится к определению сгущений точек. И цель кластеризации – поиск существующих структур. Отметим, что кластеризация является описательной процедурой. Она не делает никаких статистических выводов, но дает возможность провести разведочный анализ и изучить структуру данных. На слайде номер 3 представлены примеры в виде рисунков, помогающие раскрыть суть понятия кластеризации. Давайте рассмотрим их чуть подробнее. На первом рисунке присутствуют схожие по форме объекты. Объекты круглой формы, четырехугольной формы и трехугольной формы. Вполне естественно объединить их в отдельные кластеры или классы, соответствующие их формам. На втором рисунке можно увидеть, что кроме формы, дополнительным объединяющим объекты элементом выступает их цвет. Конечно, в значительной степени это искусственно подобранные примеры. Значительно более сложный случай представлен на третьем рисунке. Но он то как раз, что и отражает реальные ситуации, очень часто встречающиеся в практике исследований. Здесь основную роль при объединении схожих объектов играет их близость друг к другу. Схожесть зависит здесь от близости, то есть расстояния между объектами, в данном случае точками на этом рисунке. И близкие объекты, скорее всего, будут иметь похожие или общие свойства. Однако возникает законный вопрос: какие точки на третьем рисунке можно считать близкими? Каков критерий близости? Из анализа рисунков и всего вышесказанного можно сделать вывод, что кластер – это группа объектов, имеющих общие свойства. При этом характеристиками кластера можно назвать два признака. Это внутренняя однородность и внешняя изолированность. Какие же задачи решаются при проведении кластерного анализа? Выше мы уже упоминали, что схожесть объектов зависит от расстояния между ними и заданного критерия близости объектов. Здесь уже вмешивается некоторый произвол, зависящий от выбора, сделанного человеком. Этот выбор можно свести к следующим двум вопросам. Как оценить расстояние между объектами, в данном случае точками, поскольку существуют различные методы измерения расстояния. Это выбор так называемой метрики, способа измерения. И второй вопрос: какие точки можно считать близкими между собой, чтобы объединить их в класс похожих точек. Это выбор критерия близости точек.
Понятно, что это далеко не все вопросы, на которые нужно ответить, чтобы проводить кластеризацию. Но, по крайней мере, они очень важны. Нужны еще ответы на несколько других вопросов. Как практически реализовать процедуру кластеризации и как интерпретировать результаты. Это все задачи кластерного анализа. Продолжим обсуждение основного вопроса нашей лекции. Что такое кластеризация? Заметим, что до сих пор нет точного определения, что это такое. Кластеризация, и еще раз повторим, что употребляются также следующие синонимы: автоматическая классификация, кластерный анализ, численная таксономия, алгоритм разбиения на группы и другие. Это объединение в группы схожих объектов и является одной из фундаментальных задач в области анализа данных и data mining. Если же говорить с сегодняшних позиций, в которых ярко проявляются тенденции автоматизации умственных усилий, то кластеризация – это автоматическое разбиение элементов некоторого множества на группы или кластеры по принципу схожести. Таким образом, кластер можно охарактеризовать как группу объектов, имеющих общие свойства. Эти группы можно назвать однородными, и именно проведение процедуры кластеризации позволяет их выявить. Такие вот однородные группы и называются кластерами. Нужно заметить, что, как правило, при кластеризации рассматриваются многомерные объекты, имеющие не две координаты, а много координат. Также нужно отметить, что существует большое количество подходов к кластеризации. Следует отметить, что в результате применения различных методов кластерного анализа могут быть получены кластеры различной формы. В результате применения различных методов кластеризации могут быть получены неодинаковые результаты. Это является особенностью работы того или иного алгоритма. Однако создание схожих кластеров различными методами указывает на правильность кластеризации, и это можно считать одной из оценок качества проведенной кластеризации. Где же можно применить кластер-анализ? Этот вопрос уже находится ближе к практике. Список прикладных областей, где применяется кластеризация, очень широк. Это сегментация изображений, маркетинг, борьба с мошенничеством, прогнозирование, анализ текстов, банковское дело и так далее. Сказанное частично представлено на рисунке ниже на слайде. Вот этот рисунок. Например, сегментация – одна из ключевых составляющих анализа рынка. Только после сегментации рынка компания может понять то, какой потенциал продаж есть у ее продукции, с кем она будет конкурировать, за счет чего будет конкурентоспособна. Так вот, сегментацию можно провести, используя кластерный анализ. Тот же самый знаменитый АБЦ-анализ торговли – это, по сути, тот же самый кластерный анализ. Еще один пример. Применение кластеризации в банковском деле, как правило, подразумевает ответы на вопросы такого типа. Существует ли типичная категория клиентов, не платящих вовремя проценты на взятый в банке кредит? При этом ответ именно на такой вопрос нередко обеспечивает принятие успешного решения. Задача здесь чисто практическая, очень важная для решения задач бизнеса. Найти совокупность таких людей и найти их свойства, характеристики, по которым они попали в эту совокупность. Это поможет банковским работникам принимать более надежные решения при выдаче кредита. Во всех этих случаях данные организовываются в виде таблицы объект-свойства, о которых мы говорили на прошлой лекции. Свойствами могут быть признаки, значения,
количественные оценки фондов, показатели развития и другие характеристики, которыми обладают элементы исследуемой совокупности объектов. На современном этапе анализа данных кластеризация часто выступает первым шагом в этом анализе. После выделения схожих групп применяются другие методы. Для каждой группы строится отдельная модель. Задачу кластеризации в том или ином виде формулировали в таких научных направлениях, как статистика, распознавание образов, оптимизация, машинное обучение. Отсюда многообразие синонимов понятию кластер. Класс, таксон, сгущение и так далее. На сегодняшний момент число методов разбиения групп объектов на кластеры довольно велико. Несколько десятков алгоритмов и еще больше их модификаций. Однако нас интересуют алгоритмы кластеризации с точки зрения их применения в data mining. В основе алгоритмов кластеризации лежит гипотеза, другими словами, предположение компактности, и ее используют практически все алгоритмы кластеризации, в которой считается, что реализация одного и того же хорошо организованного образа обычно отражается в признаковом пространстве в геометрически близкие точки, образуя компактные сгустки. Так, в одном из методов кластеризация реализует группировку объектов, максимизируя внутригрупповое сходство и межгрупповые отличия. Иначе говоря, в данном методе кластеризация или кластерный анализ – это задача разбиения заданной выборки объектов на непересекающиеся подмножества, называемыми кластерами, так, чтобы каждый кластер состоял из схожих объектов, а объекты разных кластеров существенно отличались. Фактически, тем самым мы уже формализовали постановку задачи проведения кластеризации. Вернемся к нашим примерам из прошлой лекции. Рассмотрим кластеризацию на примере таблицы объект-свойства страхового агента, которая содержит информацию об автомобилях и их владельцах. Целью данного анализа является разбиение множества автомобилей и их владельцев на классы, каждый из которых соответствует определенной группе риска. Наблюдения, попавшие в одну группу, характеризуются одинаковой вероятностью наступления страхового случая, которая впоследствии оценивается страховщиком. Использование кластеризации для решения данной задачи достаточно эффективно, можно сказать, наиболее эффективно. Полученные нами результаты – это кластеризация с последующей визуализацией, приведены ниже. Мы получили 5 классов, они раскрашены в разные цвета на рисунке внизу, которые соответствуют 5 различным страховым случаям. Их проверка, интерпретация и практическое использование – это уже дело рук самой страховой компании.